Еще с детства поездки с папой на рыбалку каждый раз превращались для меня в небольшое путешествие. И в таких путешествиях я познавал мир, узнавал много нового. И с каждым годом ты все сильнее ценишь такие моменты, потому что поехать на рыбалку с папой сейчас — это скорее роскошь для меня. Это видео с нашей поездки, которая была еще в середине апреля 2021 года. Мы поднялись ранним утром, потому что дорога нам предстояла долгая. Машина была полностью загружена, и нам предстояло преодолеть Семинский перевал. Для тех, кто не знает, Семинский перевал — это часть Чуйского тракта, который соединяет Россию и Монголию. Сам же Семинский перевал находится на высоте 1717 метров над уровнем моря, и поэтому здесь так резко чувствуется перемена климата. За Семинским всегда холоднее. В середине апреля на озере Теньга все еще стоит толстый лед. И это отличное место для ловли хищника, окуня и щуки. Озеро выглядит так, как будто бы оно затерялось посреди горных вершин. И первое, на что обращаешь внимание, это цвет льда. Голубой лед. Один из минусов рыбалки здесь — это большое количество рыбаков, которые не всегда, кстати, бережно относятся к природе. Поэтому на льду в конце дня можно найти немало мусора. Но первая поклевка не заставила себя долго ждать, и наш друг Костя поймал вполне себе достойного окуня. Слушай, ну он прям вообще хорош. Хороший, да. Без современных технологий нынче никуда, и поэтому мы расчехлили подводную камеру, чтобы понять, есть ли в этом месте рыба. Лес. Лес. Ну-ка над травой повыше. Вот он. Видал? Нет. Вот, видел я парочку видел. Вон они. Вон они, вдалеке. Пошли отсюда. Куда? Туда. Хуй знает. Да. Вот они над травой ходят. Они к Костяну ушли. Честно говоря, я не самый большой фанат зимней рыбалки. В России зимняя рыбалка — это такое экстремальное увлечение. Ты можешь сидеть на морозе целые сутки, часто без палатки и каких-либо средств для обогрева. Согреться можешь только водкой, если еще салом закусишь. Нередко бывает так, что ты буришь одну лунку, другую, третью, десятую, и все ради того, чтобы найти место, где стоит хищник. Я помню, как порой за день мы проходили до 16 километров по бескрайним заснеженным просторам, перетаскивая всю нашу рыболовную утварь на санках. То еще развлечение на самом деле. Ну, когда не клюет, ты пытаешься развидеть счастье в мелочах. Вот солнце выглянуло из-за гор, и цвет льда стал еще более голубым. Можно прислушаться к звуку тишины, подышать свежим воздухом и подумать о том, на что не хватало времени, пока ты был занят своими делами. Мой папа всегда говорит, что время, проведенное на рыбалке, у воды в счет жизни не идет, поэтому рыбаки так долго живут. Я сидел и наслаждался красотой горных пейзажей, наблюдая за тем, как все вокруг меня ловят рыбу. Это явно был не мой день. И вот спустя некоторое время папа открыл счет, поймав своего первого окуня. Вы только посмотрите, какие яркие у него плавники. А вот я бы не подошел, он бы его утащил на удочку. А лежала вообще на дне. Просто на дне лежала. Походу, ты меня всегда фотографируешь, я всегда с сигаретой. Так это всегда с сигаретой. Папа быстро смекнул, что подводная камера помогает ему более эффективно находить рыбу под водой. Вода в озере еще мутновата, но прозрачность позволяет увидеть рыбу с расстояния в пару-тройку метров. Недолго думая, я прикрепил свою экшн-камеру к какой-то палке и аккуратно опустил ее в лунку. Конечно, я немного переживал за эту самопальную конструкцию, которая не попала в кадр. Я боялся, что я потеряю свою камеру, но, к счастью для меня, эта затея закончилась удачно. Трудно сказать, насколько толстым был лед в это время, но я думаю, что около полуметра. И вот, опустив камеру на дно озера, я замечаю парочку окуней, которые проявляют к моей камере немалый интерес, совсем ее не боясь. Так как на дне довольно много растительности, то мне очень непросто было вести эту съемку, но я никогда не снимал ничего подобного, поэтому, можно сказать, я горжусь этими кадрами.
Кстати говоря, у нас в Сибири рыбу для развлечения никто не ловит. Если ты хочешь, чтобы в следующий раз рыбалка удалась, не лови больше, чем может съесть твоя семья. Итак, наша рыбалка в самом разгаре. И я решаю заснять одну из удачных поклевок. Блин, вот бы ты его поймал, а? Чего нет? Ходит. Подходит. Подходит. Все, взял. Да ладно, я заснял это, папа. Это вообще огонь. Просто это супер ловля в прямом эфире. Конечно, это не трофейный размер, но и этот окунь тоже пойдет на жареху. Окончательно смирившись с тем фактом, что я так ничего и не поймал, я решаю пойти и заняться исследованием местности, чтобы посмотреть на это озеро с высоты. Несмотря на то, что лед был толстый, у берега были уже видны проталины, и сходить на берег было не очень безопасно. Лед очень толстый, примерно толщиной где-то 1 метр, но у берега уже мы видим воду. Поэтому передвигаться лучше всего по вот этой вот полоске из камышей. Надеюсь, я не провалюсь и пройду нормально. Проверим. Ух. Везде куча какашек. Ой. Прям куча какашек. Но рыба здесь есть. Очевидно, все ловят. И даже я поймал кое-что. Ну, в принципе, здесь уже нормально можно. Главное, чтобы сильно не засосало. Вот и все. Пойду на гору. Совсем малыши. Вот на этот холм сейчас буду подниматься. Уже запыхался. Вот и долина с озером. Как же здесь безумно красиво. Такая красота, такие долины. Удивительное место. А вон рыбаки. Как кучка пингвинчиков. Такие старые скалы. Ну, достаточно крепкие. Погода в горах меняется очень часто. И как только я поднялся чуть повыше озера, то порывы ветра буквально начали меня сносить с ног. Но я очень хотел запустить свой дрон, чтобы снять эти завораживающие виды. Это было рискованно. Я немного посидел, взвесил все за и против и решил сделать тестовый пролет, чтобы посмотреть, насколько дрон будет стабилен в небе при таком ветре. Все оказалось не так плохо, как я предполагал. И вот теперь вы вместе со мной можете увидеть красоту этих холодных горных вершин. Кстати, обратите внимание на количество машин, которые припаркованы у озера. Иногда мне кажется, что самые идейные рыбаки готовы поехать хоть на край света, чтобы просто посидеть на льду вдали от городской суеты. Алтай — это место силы. Не везде здесь есть мобильная связь. Это обусловлено горной местностью. И поэтому тут вы можете по-настоящему отдохнуть от гаджетов и экранов, побыть наедине с собой или провести время с теми, кто вам дорог. Мы очень часто приезжаем сюда, и рыбалка — одно из самых популярных занятий здесь. Вода в реках и озерах чистая и холодная почти круглый год. Конечно, чтобы добраться до самых живописных мест, вам нужно иметь внедорожник или квадроцикл, так как далеко не везде есть дороги, что в некоторой степени помогает Горному Алтаю сохранять свою первозданную красоту, несмотря на постепенное развитие инфраструктуры в регионе. Кстати, когда мой дрон поднялся на высоту в пару сотен метров,
я заметил, что над горами нависли свинцовые дождевые тучи. И это так необычно, потому что ранним утром было очень морозно. Продолжаем наше увлекательное восхождение. Ух. Вообще с утра было очень холодно. А потом солнце выглянуло, и стало тепло. Вот я иду сейчас в ветровке, в принципе, и мне не холодно. Но до этого я замерзал в пуховике, потому что когда солнце за горами, просто температура опускается точно ниже нуля. Я думаю, что где-то минут за 40 я поднимусь на эту гору и, постараюсь, по крайней мере, запустить оттуда дрон, чтобы вообще посмотреть, что сверху. Хотя, я думаю, его снесет чертовой матери, если я полечу выше всех гор, которые не видны. Посмотрим. Когда на тебе несколько слоев одежды, подниматься в гору еще тяжелее. Но чем выше я забирался, тем красивее становились горные пейзажи. В середине апреля природа на Алтае выглядит как-то по-особенному. Нет ни листьев, ни зеленой травы, и все вокруг пожухло еще по осени. Нет буйства красок, и природа не проснулась после долгой зимней спячки. Оттого горы кажутся такими холодными и суровыми. Так, а вот этот кадр я снял специально для своей мамы, чтобы она маленечко за меня переживала, думая, что я повис на краю пропасти, уцепившись за один единственный камень. На самом деле, этот камень висел над землей на расстоянии метра, так что, мама, можешь выдохнуть, тут не было никакой опасности. Я тут себе палочку нашел для опоры. С палкой гораздо проще подниматься. Вот это ствол, так ствол. Дерево вырвало, наверное, из-за сильного ветра. А может быть, оно просто сгнило. Огромные куски породы лежат сверху. Отличное место для того, чтобы отдохнуть и накопить. Какой интересный гриб. Он очень твердый. Я думаю, что я уже большую часть пути преодолел в одну сторону. Осталось еще немножко. И можно будет уже сказать, что этот холм или эта гора была мной покорена. Ой, конечно, сегодня вообще безумно классная рыбалка получается, но очень сложно сконцентрироваться на рыбалке, лично мне, потому что я не большой фанат зимней рыбалки. Когда вокруг такая безумная красота. Такой свежий воздух, горы, они так и манят меня. Не могу побывать в горном и не залезть на какую-нибудь гору. Именно сверху здесь открываются такие виды, от которых дух захватывает. Поэтому я обязательно, конечно, доберусь до верха, вон туда. Но что-то меня терзает сомнение насчет того, что смогу ли я вообще запустить там свой дрон. Думаю, его снесет, потому что ветер только лишь усиливается. Чем выше я поднимаюсь, тем сильнее это ощущаю. Здесь, конечно, я сейчас защищен деревьями с одной стороны, и поэтому часть ветра гасится. Но сверху, я думаю, будет все куда веселее. Посмотрим, осталось немного. Как дышится хорошо. Пока я поднимался на самую вершину горы, ветер немного успокоился. А я все был в раздумьях, запускать мне свой дрон или нет. Соблазн был велик. Кстати, я чувствовал усталость, и в любом случае я хотел бы немножко передохнуть перед тем, как спускаться вниз. Здесь ветер чуть потише. Не знаю, может быть, и попробую запуститься. Все, я на вершине. Как я и ожидал, мой дрон был почти неуправляемым. Поэтому я не рискнул подниматься очень высоко, но мне все же удалось заснять пару красивых кадров, и я не мог не включить их в финальное видео. Всякий раз, когда стоишь на вершине, полной грудью вдыхая чистейший горный воздух, то понимаешь, насколько ты крошечный по сравнению с тем, что создала природа. Это помогает спуститься с небес на землю. А еще, когда я покоряю очередную гору, я невольно задумываюсь о том, а был ли кто-то на вершине этой горы до меня. На Алтае ведь бесчетное множество гор и холмов, и я не думаю, что каждая из них без исключения была кем-то покорена. Что, пора возвращаться назад в наш маленький лагерь. Попытался все-таки сделать пару пролетов, но на самом деле из этого ничего хорошего не вышло.
А дрон очень сильно сносило, и при старте он даже перекопался, перевернулся. Вот. Его снесло, действительно, потому что жесткий наклон был. Вот. Но все-таки, когда ветер немножко успокоился, я успел его запустить, сделать пару таких полупролетиков, ну и, как мне кажется, одну достаточно неплохую фотографию. Вот. А для того, чтобы посадить его, мне пришлось спускаться с этой горы в самый низ. То есть вон туда. Потому что посадить его на таком крутом склоне нереально, иначе он просто упал бы. Вот. Да, конечно, погодка сегодня нелетная, зато какая красота. Ни разу не пожалел, что забрался сюда. Ну вот и настало время спускаться вниз. Погода становилась все хуже и хуже, начал моросить мелкий дождь. Тучи подбирались к озеру все ближе и ближе. Промокнуть в такой поездке — это самое последнее, чего мне хотелось бы, потому что впереди нас ожидала долгая дорога домой. Спускаться вниз оказалось не так сложно, как я думал. Как только я снова оказался у подножия горы, я решил снова немножко полетать, тихонько приютившись посреди минного поля из коровьих какашек. Где-то минут через 10 я уже снова был на озере, шагая по голубому льду в направлении к месту нашей стоянки. Мне было не так просто найти своих среди такого количества рыбаков. Нам еще предстояло собрать всю рыбу. Хоть трофейной рыбы в этот раз мы не поймали, но рыбалка в целом удалась. Насколько я помню, в этот день один из рыбаков поймал крупную щуку. И чё, типа, если молоко в лунке, то... Но она не пугается, так я заметил, что клюет лучше. Огромная дождевая туча повисла над горой рядом с озером. Я понимал, что до проливного дождя остались буквально считанные минуты. Но, по всей видимости, рыбаки не собирались сматывать свои удочки, ведь многие из них приехали сюда издалека, как и мы. И разве их может остановить какой-то дождь? Я подумал, что это может быть неплохой идеей поднять дрон на уровень этих туч, чтобы посмотреть на приближающийся ливень сверху. Перед дождем ветер затих на несколько минут. Тут я и решил воспользоваться моментом. Я поднимал свой дрон все выше и выше. И, конечно, эти виды очень тяжело описать словами. С одной стороны, ты видишь тяжелое серое небо, все выглядит мрачно и жутковато. Дождь за горами стоит стеной, и за этой самой стеной ничего не разглядеть. Но прямо за озером видно, как солнце пробивается сквозь пелену свинцовых туч и озаряет своим светом бесконечно красивые Алтайские долины. Даже с такой высоты Алтай выглядит величественно. А вот рыбаки, сидящие на льду, напоминают муравьев. Только взгляните, сколько лунок они набурили сегодня. Наша дружная компания постепенно начала собирать свои вещи, чтобы успеть добежать до машины вовремя. Но папа не мог отказать себе в удовольствии напоследок поймать еще парочку окуней, потому что клев был действительно хороший. Соблазн остаться здесь еще на несколько часов был велик. И тут я на мгновение завис над лункой, чтобы сделать хороший кадр. И в этот самый миг папа вытаскивает очередную рыбку. Согласитесь, кадр получился шикарный. Кто бы мог сомневаться, что наша компания будет сидеть здесь до последнего. В итоге все вымокли до нитки. Для некоторых зимняя рыбалка — это страсть, это зависимость, от которой невозможно избавиться. В этот момент я понимал, что нам еще нужно добраться до машины, а значит, что мы промокнем еще сильнее. Как только я добрался до берега, солнце наконец-то выглянуло из-за туч и стало тепло. Аккуратно иди. А я говорил, что на обратном пути будет жопа. Набрал, по-моему. О, ну зря под конец поспешил. Там надо что-то. Так, Федорович пока вообще очень медленно, шаг за шагом делает. Начал проваливаться все. Последние шаги. Ой, равновесие. Ся. Потеплее клуба, метра 20 вот так вот. В Семинском буран света белого не видать. Вася звонил.
Вася звонил. Вот такой получилась наша поездка на Тенгинское озеро. Я безумно рад, что взял с собой в эту поездку свою камеру и смог запечатлеть это незабываемое путешествие для своего канала. От этой поездки мы получили все, чего хотели. И рыбу поймали, и провели время на свежем воздухе в таком красивом месте. Впереди еще предстояла долгая дорога домой. По пути назад нужно было пробиться через Семинский перевал, где в этот самый момент был буран. Но это уже совсем другая история.